Всем большой привет! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня мы будем плести с вами новый интересный мастер-класс. Я решила дополнить свой комплект и сплести в дополнение колье. Колье вполне подойдет на повседневную носку, его можно сплести в более спокойных тонах и носить каждый день. Также у меня есть небольшая просьба к вам. Если вы плетете изделия по моему мастер-классу, то не забывайте оставить ссылку либо описание под вашими фотографиями. Мне будет очень интересно посмотреть, что же у вас получилось. Ну что же, а теперь давайте приступим к плетению. Вот такие серьги я плела в предыдущем видео своем. Если вам интересно, то я вам оставлю ссылку в описании под этим видео, а также, возможно, вот здесь вот в всплывающих окнах сверху. Ну что, теперь нам нужно сплести колье в комплект. Я также буду использовать, как и в серьгах, светлый бисер. Он у меня прозрачный, совершенно не имеет никакого оттенка. Также нам понадобится 2 челнока с намотанной нитью. Нить я, кстати, использую вот такой. Это Ариадна Опал. Цвет золота. Вот такой интересный оттенок он имеет. Плести я буду в 2 сложения, потому что в одно я считаю слишком тонко для колье. Один челнок у меня уже имеет намотанный бисер, буквально пару оборотов вокруг челнока, и этого будет достаточно. То есть вот видите, вот это вот весь мой бисер, который есть на челноке. Для начала мы связываем кончики ниток, и теперь челноком, где у нас нанизан бисер, мы начинаем плетение. Первое колечко у нас будет 10 пико 10. Не забываем про кончики ниток, которые у нас есть в начале плетения. Кстати, хочу заметить, если вы будете вплетать замочек в первое колечко, то вам надо сплести вначале 5 узлов, далее вплести ваш замок, а следом плетем еще 5 узлов, делаем пико и доплетаем 10 узелков. Обычно я пользуюсь таким способом. Либо же вы можете воспользоваться любым другим способом, который вы считаете более удобным. Смотрим на наш готовый результат. Вот такое небольшое маленькое колечко. Тем же самым челноком мы продолжаем плести работу. Следующее колечко у нас будет 8 пико 12 пико 6. Также мы плетем его без использования бисера. Плетем в начале первых 8 узелков. Далее выполняю соединение за пико от предыдущего колечка. У нас получается, что предыдущее кольцо будет накладываться на следующее. Плету 12 узлов, делаю пико и доплетаю еще 6 узлов. После этого колечко затягиваю. Вот такие колечки у вас должны получиться. Следующее мы плетем дугу. Для этого мы переворачиваем и меняем челноки местами и плетем дугу из 10 узлов. Далее меняем челноки местами и плетем следующие колечки. Кольцо у нас будет следующее 6 пико, 6 пико, 10. После первых 6 сплетенных узлов мы выполним соединение за пико от предыдущего колечка. Итак, я сплела первых 6 узлов, выполняю соединение за пико. После этого плетем еще 6 узлов. Делаем небольшое соединительное пико и 10 узелков. После этого колечко затягиваем. И вот наш результат. Следующее кольцо у нас будет 8 пико 12 пико 8. После первых 8 узлов мы выполним соединение за предыдущее кольцо. Итак, выполняем соединение. И доплетаем колечко по схеме. Итак, следующее колечко у нас плетется по схеме 10 пико, 6 пико, 6. После первых 10 узелков, вот я уже начала их здесь плести,
мы выполним соединение за пико от предыдущего колечка. То есть вы понимаете, да, что схема у нас несложная и состоит всего лишь из дуг и колец. Выполняем соединение, а далее доплетаем все по схеме. Ну что ж, вот такой результат. Далее мы переворачиваем колечки, меняем челноки местами и плетем дугу из 10 узлов. Сплели дугу. Вот так она у нас выглядит. Далее мы снова меняем челноки местами и плетем следующие колечки. У нас будет идти кольцо 4 пико, 6 пико, 10. Плетем в начале 4 узла. Далее выполняем соединение за пико от предыдущего колечка. Плетем 6 узлов. Делаем небольшое соединительное пико и 10 узлов. Колечко затягиваем. Вот что у нас получилось. Далее мы плетем следующее кольцо, которое состоит из 8 пико, 12 пико, 6. По сути, это тот же самый мотив, как и первый, только у нас добавляется здесь еще пико. Так мы и будем далее чередовать наши два вот этих мотива и плести дуги из 10 узелков. Как только мы сплетем нужную нам длину, то есть это одну часть колье, я буду плести примерно сантиметров 25-30 до середины, а далее мы вместе сплетем с вами серединку нашего колье. Плетем первых в начале 8 узлов. Далее мы выполняем соединение за пико от предыдущего колечка. Плетем 12 узлов. Делаем небольшое соединительное пико и далее 6 узелков доплетаем и затягиваем кольцо. Следом меняем челноки местами и плетем дугу из 10 узелков. Следующий мотив у нас будет в точности такой же, как и вот этот. То есть вот покажу вам поближе. Весь процесс плетения я показывать не буду, так как он полностью идентичен моим предыдущим мотивам. То есть вы сплетете вот здесь вот по схеме в начале трехлистник, далее дуга из 10 узлов, двухлистник и так до середины вашего колье. Колье у вас должно потихоньку начинать заворачиваться. Ну что же, а пока плетем по схеме, просто каждый раз, закончив плести эту схему до конца, вы начинаете заново и так до середины. Ну что, вот такая первая часть колье у меня получилась. Ну что же, теперь мы начнем плести мотивы с бисером. Для начала, после того, как у вас закончился мотив на вот этом, посмотрите внимательно, именно в таком положении у вас должно окончиться ваше плетение без бисера. Далее мы меняем челноки местами. Теперь мы плетем дугу из 14 узлов. До этого мы плели обычно 10, теперь сплетем 14 узлов.
Дугу подтягиваем, опять переворачиваем челноки местами, и теперь мы будем плести мотив с использованием бисера. У нас вначале мы будем плести трехлистник. Первое колечко у нас плетется по схеме 8 пико, 4 пико, 10. Плетем вначале 8 узелков. Далее выполним соединение за предыдущий мотив. Вот здесь. Плетем 4 узелка. Делаем небольшое соединительное пико и доплетаем еще 10 узлов. Колечко затягиваем. Вот что у вас должно получиться. Далее мы сплетем колечко с использованием бисеров. Плетать мы будем 5 бисеринок, поэтому сразу подгоняем их в нашу работу и начинаем плетение. Вначале плетем 8. Далее выполняем соединение за предыдущее колечко. И теперь начинаем вплетать, вначале плетем один узел полный, и после этого начинаем вплетать по одной бисеринке через один узел. Сплели один полный узел, подогнали одну бисеринку, еще полный узел, далее еще одну бисеринку вплетаем, и так 5 раз. Далее делаем небольшое пико. И плетем еще 8 узлов. Колечко затягиваем. И смотрим, что у нас получилось. Далее мы плетем следующее колечко по схеме 10 пико, 4 пико, 8. Уже без использования бисера. После первых 10 узелков сплетенных мы выполним соединение за пико от предыдущего колечка. Итак, колечко затягиваем и смотрим, что получилось. Далее мы меняем челноки местами и плетем дугу снова из 14 узелков. Снова меняем челноки местами и начинаем плести следующий мотив. Колечко у нас будет без использования бисера. Плетем его 10 пико, 10. Плетем в начале первых 10 узелков. Далее выполняем соединение за пико от предыдущего колечка. И доплетаем еще 10 узлов. Вот так вот выглядит ваша работа. Смотрите, у нас колье, оно стало ложиться немножко по-другому. Вы не пугайтесь, у нас это исправится, потому что колье у нас будет таким вот уголком в середине идти. Следующее колечко плетем мы также без использования бисера снова. Плетем его по схеме 8 пико, 13 пико, 5. Плетем в начале первых 8 узлов. Далее выполняем соединение в то же самое пико, что и предыдущее колечко, то есть вот сюда. Далее плетем 13 узлов, пико и 5. После этого колечко затягиваем и смотрим на результат. Следом мы начинаем плести следующую дугу, которая состоит из 16 узлов, то есть она у нас немножко увеличивается. Нам осталось совсем немного, и мы уже скоро закончим нашу серединку. Дугу подтянули.
работу переворачиваем и плетем теперь уже центральный мотив. Он у нас будет из 5 лепесточков состоять. Первое колечко у нас будет 5 пико, 4 пико, 2 пико. Далее мы вплетаем 3 бисеринки с 2 челноков и завершаем работу 5 узлами. То есть мы должны в работу подогнать сразу 3 бисеринки к колечку и вплести его. Начинаем плетение вначале 5 узлов. Далее мы выполним соединение за пико от предыдущего колечка, то есть вот здесь. Далее мы плетем 4 узла. Пико, 2 узла. И начинаем вплетать бисер. Бисер мы вплетаем так же, как и обычно, через один узел. Подгоняем с одной нитки и также с другой. И так 3 раза. 3 бисеринки вплетены. Далее мы плетем один полный узел. И доплетаем последних 5 узлов. Вплели, далее затягиваем и смотрим, что же у нас получилось. Далее следующее колечко у нас плетется без использования бисера. Плетем его по схеме 6 пико, 5 пико, 10. Сплели первых 6 узлов и выполняем соединение за пико, которое у нас здесь есть, то есть вот видите, вот здесь. Далее плетем 5 узлов. Делаем пико и 10 узелков. Следующее колечко у нас будет с использованием бисера плестись, поэтому подгоняем 7 бисеринок сразу к колечку. Итак, мы плетем 7 узлов, делаем пико, выполняем соединение, плетем 2 полных узла, далее вплетаем бисер, еще 2 узла, делаем пико и 7. После первых сплетенных 7 узлов выполняем соединение за пико, вот здесь оно у нас. Далее, после соединения мы плетем 2 полных узла и начинаем подгонять бисер. Подгоняем мы его также с 2 нитей, то есть от челнока и с колечка. После этого плетем 1 полный узел. И так все 7 бисеринок. Это кольцо у нас является самым центральным, то есть мы половину нашего колье, получается, уже сплели. После того, как мы вплели все 7 бисеринок, мы плетем 2 полных узла, не забываем. Далее плетем пико и еще 7 узелков. После этого колечко можно затянуть. Далее работу вы доплетаете по схеме, которую я пропишу вам вот здесь. Вот посмотрите внимательно, как у вас должна выглядеть ваша работа. Потом, впоследствии, когда колье у нас будет полностью разглажено, оно у нас будет выглядеть вот таким образом. То есть здесь оно будет закругленным, а здесь будет более вытянутым уголком.
что же, вот мое готовое полностью колье. Это серединка и вот боковые части. Кстати, рекомендую вам, прежде чем заканчивать вашу работу, ее дополнительно еще отгладить. Так она у вас точно ляжет так, как вам нужно. Вот видите, вот что у меня получилось. Это серьги, которые сплетены по предыдущему мастер-классу, и колье. Вот такой комплект у меня получился. Дополнительно здесь вы сделаете застежки, такие, которые вам нравятся. Я буду делать их на соединительных кольцах, поэтому я ничего здесь не вплетала в процессе плетения. Я надеюсь, что мой мастер-класс был интересным и полезным для вас. Если вам понравилось это видео, то не забывайте поставить мне пальчики вверх, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. А на сегодня я заканчиваю свое видео. До новых встреч! Пока-пока!